В этом ролике я расскажу и покажу, как мы делали фартук на кухне, а также вентиляционную систему под вытяжку. Видео будет полезным и интересным, поэтому усаживайтесь поудобнее. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. У меня за спиной как раз таки фартук, который мы будем делать в сегодняшнем видео. Я уже вселился в свою квартиру, она недоделана, здесь еще нету мебели, нету столешницы, нету умывальника, много дверей нету, много чего нету, но все равно у меня была главная цель съехать со съемной квартиры, чтобы не платить лишние деньги. Мы уже установили кухню, вот чуть-чуть видно, показывать сильно не буду. Все это вы увидите, а сегодня мы делаем фартук. Поехали! На стене, где будет фартук, снимаю стенды с инструментом и убираю все лишнее. Изначально подключение вытяжки я планировал делать открытой трубой, как это делал в проекте с хрущевкой. Но в процессе ремонта жена передумала, и теперь приходится делать короб с вентиляцией. Эти работы, конечно же, лучше выполнить на черновых этапах. Делаю дополнительные отверстия для пластикового воздуховода. Сначала максимально попытался вырезать все, что можно, болгаркой, затем выбил ГВЛ и плиту USB стамеской. После вентканал немного расширил перфоратором. Пластиковый вентканал использую размером 204 на 60 мм. Это эквивалент круглой трубы 125 мм. Все замеры и подгонку делаю по месту. Короб режу болгаркой. Перед установкой отверстие обеспыливаю при помощи пылесоса. Угловой короб герметично запенивается, чтобы не было щелей. Все элементы между собой дополнительно проклеиваю полиуретановым герметиком. Точно вымеряю, где будет середина вытяжки, и собираю короб. При помощи листов бумаги проверяем работу вентиляции. Важное правило при подключении вытяжки к вентканалу. Должно остаться отверстие для естественной вентиляции. Его нельзя перекрывать. В противном случае у вас будет на кухне плесень. В этом месте будет установлен обратный клапан, чтобы вытяжка не выдувала воздух на кухню. В салоне, где покупал плитку, мне сделали две раскладки. Первая раскладка, где плитка оцентрована с одинаковой подрезкой. Вторая раскладка, где целая плитка идет от столешницы. Жена одобрила раскладку, где плитка оцентрована. Предварительно была разведена электрика и сделаны отверстия под подрозетники. Работа по фартуку начинается с разметки. Устанавливаем лазерный уровень по нижней границе фартука. По проекту у нас столешница 925 мм от чистового пола. Зазор на шов, итого получается 927 мм от чистового пола начинается плитка. По этой линии выставляем лазерный уровень. Размечаем середину фартука. Затем меряем высоту будущего короба и вычисляем высоту фартука. Это нужно для того, чтобы сделать подрезку плитки. Высота будущего фартука получается 1610 мм. Дальше, согласно раскладке, размечаем на стене плитку. Вместо профиля для опоры используем правило. Правило просверливается и крепится к стене. Собрали все обрезки, что были в квартире.
Ровность прикрученных правил проверяем пузырьковым уровнем. Для фартука мы выбрали белую матовую ректифицированную плитку 30 на 60. После покупки обязательно всю плитку надо проверить, вскрыть пачкой. Для тех, кто не знает, ректифицированная плитка – это плитка, которая обрезана на заводе. Такая плитка более ровная и шов можно делать тоньше. Небольшой лайфхак. С торца, где стрелочка, маркером ставятся точки. Они нужны для того, чтобы знать, в какую сторону смотрит стрелка. Если вы нанесете клей на обратную сторону плитки, то вы замажете стрелку и не будете ее видеть. А так, когда сбоку стоят точки, вы видите направление укладки плитки. Вся плитка размечается сразу по принципу конвейера. Для этого используем маркер, рулетку и уровень в качестве направляющей. После разметки при помощи ручного плиткореза делается грубая подрезка. Эта подрезка еще будет дорабатываться. Теперь при помощи черепашек нужно сделать чистовой красивый край. При помощи болгарки снимается все лишнее. В черепашке есть разные фракции. Сначала используется более грубая, затем более мелкая. С пылесосом пыли практически нет. Уровнем проверяется ровность плитки, если нужно, то дорабатывается. Все плитки готовы. Ребята, когда на улице жара, ни о какой нормальной работе и тем более отдыхе не может быть и речи. Поэтому мы решили у себя в офисе-мастерской установить кондиционеры. Компания Балю – один из лидеров российского и белорусского рынка по климатической технике. В арсенале компании есть кондиционеры воздуха, оборудование для очистки и вентиляции, увлажнители и осушители воздуха, водонагреватели, рециркуляторы, тепловое оборудование и многое другое, что необходимо для комфортной жизни. Для своего объекта мы выбрали две сплит-системы инверторного типа компании Балю, серия Greenland. Каждая сплит-система рассчитана на помещение 28 метров квадратных. Мы взяли с запасом. Матовая панель внутреннего блока сплит-системы смотрится аккуратно и без лишних элементов. Гарантия от производителя 4 года. Это не говорит о том, что через 4 года вам придется менять кондиционер. В этот период производитель обязуется оказывать гарантийный ремонт. Очень удобный, интуитивно понятный пульт управления системой. Также у Балю есть все необходимое расходное оборудование для монтажа сплит-системы. В моем случае это фирменная медная трубка, трубка Кантеплекс, шланг дренажный для отвода конденсата, дренажный насос и кронштейны. В кондиционере есть режим полной самоочистки, то есть при включении внутреннего блока в нем интенсивно образуется конденсат на ламелях, который затем замораживается, грязь отлипает от ламеля и затем размораживается. Вся грязь стекает в поддоны и выводится через дренаж. Затем блок нагревается и происходит его дезинфекция при температуре 55 градусов и осушение.
Установку кондиционеров производили мои коллеги по цеху, профессиональные монтажники Андрей и Миша, с которыми я работаю в своих проектах по ремонту квартир. Место для установки внешнего и внутреннего блока выбирается исходя из технических особенностей помещения, а также учитывается тот фактор, чтобы воздух из внутреннего блока не дул в то место, где находятся люди. От внутреннего блока к внешнему прокладывается медная труба, по которой будет циркулировать хладоген. Для установки кондиционера нужно профессиональное дорогостоящее оборудование, поэтому я не рекомендую самостоятельно устанавливать сплит-систему. Лучше обратиться к сертифицированным монтажникам в компанию, где вы приобретаете кондиционер. Внешние блоки у нас размещаются в районе балкона на стене, они должны быть в зоне доступа, чтобы их можно было обслуживать. Инверторные кондиционеры Балю отличаются тихой работой как внешнего, так и внутреннего блоков. Дополнительно на кронштейны были установлены вибропоглощающие резиновые прокладки. От внутреннего блока помимо медной трубки еще идет электрический кабель и дренажный кабель, который должен отводить воду в канализацию. Система проверяется на герметичность газоанализатором и запускаются кондиционеры. Теперь можно комфортно работать и не замечать жару, которая очень сильно снижает работоспособность. Ссылка на производителя кондиционеров будет в описании. Кстати, рекомендую, отлично работают. Независимо от того, режете вы плитку ручным плиткорезом или электрическим, не старайтесь сразу делать шов в ноль, идеальный. Оставляйте небольшой запас и затем уже плитку дорабатывайте черепашкой. Потому что очень сложно вырезать плитку сразу с идеальным, в идеальный размер. Потому что очень часто диск уходит в сторону, при резке скалывается плитка, колесико уходит в сторону. Лучше оставить небольшой запас и потом уже доработать плитку черепашкой. Перед тем, как клеить первый ряд плитки, нужно еще сделать отверстия для подрозетников. На плитке делаем разметку, где будут отверстия. Прикладываются коробочки и обводится контур. Плитка между собой склеивается. Отверстие будем прорезать при помощи алмазной коронки и болгарки. Плитка оказалась из твердой керамики. Остальные отверстия прорезаем точно так же. Дальше при помощи такой насадки доводим отверстие до нужного размера. Затем проверяем, чтобы влез подрозетник. А теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки. Замешиваем необходимое количество клея по инструкции.
На стене, где была штукатурка от застройщика, Дмитрий обнаружил небольшую неровность и решил ее поправить клеем, чтобы не укладывать плитку на слой. Первые плитки клеятся по заранее сделанной разметке. Отверстия заполняются плиточным клеем и вклеиваются под розетники. Затем все проверяется при помощи уровня. Между собой плитки соединяются СВП. Длинным уровнем проверяется плоскость. Для плиточных работ очень удобно, кстати, использовать присоску. Первый ряд выставляется по лучу лазера. Вторая группа подрозетников тоже вмазывается. Пока клей не схватился, для второго ряда ставим клипсы СВП. Самое сложное позади. Первый ряд готов. Начинаем выкладывать второй ряд. Тут нет ничего сложного. Плитка ставите на свое место, стягивается система СВП и проверяем уровнем ровность укладки. Клей можно наносить как на стену, так и на плитку. В данном случае Дмитрий наносил клей на плитку, потому что равнял кривую стену, и там еще клей не схватился. Второй ряд готов. Система СВП помогает фиксировать плитку в одной плоскости. Рекомендую всегда во время укладки контролировать плитку визуально. Вы можете приложить уровень, он показывает, что все нормально, но если вы посмотрите на перекрестие, то видно, что оно, допустим, куда-то уходит, чуть-чуть там влево или вправо. Лучше визуально поправить
и выставить по среднему. Почему? Потому что плитка бывает неровная, с неправильной геометрией, и это надо учитывать. Третий и четвертый ряд выкладываются аналогичным образом. Плитку на фартук укладывать удобно, так как уровень плитки выше пояса, не нужно лазить на карачках и вокруг много пространства. Возникает закономерный вопрос, почему Дмитрий не докладывает плитку до конца. Тут он просто упрощает себе работу и все эти плитки сделает подрезку за раз, то есть конвейерным способом. Так времени уходит меньше, чем подрезать каждую плитку по отдельности. Дальше переходим на другую стену. Кухня будет угловая и фартук Г-образный. Закрепили уровень, это будет край шкафа кухни. Вырезали крайние плитки и теперь их вклеиваем. Докладываем предпоследний ряд плитки. А вот последний ряд плитки уже нужно будет делать после того, как будет смонтирован короб, и плитка уже будет подрезаться по факту.
В следующей серии мы доделаем фартук, сделаем короб под вентиляцию, а также я покажу, как мы меняли уже готовую приклеенную плитку на стене с затиркой, которая оказалась со сколом. Ну что, если вам ролик понравился, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.